Всем привет, с вами Анастасия на канале Еда на любой вкус. Любимый медовик готовим сегодня. Это невероятно вкусный, тающий ароматный торт с нежным кремом и тонкими коржами. Расскажу обо всех тонкостях приготовления, и он у вас получится с первого раза. Так что ничего не пропустите. Давайте начнем. 70 граммов сливочного масла и 100 граммов меда необходимо растопить. Лучше использовать не замороженное масло, а мягкое. Таким образом сократим процесс и сохраним влагу. Нагрев минимальный, кипятить не нужно. Можно воспользоваться микроволновкой, растапливая импульсами. Кстати, я пользуюсь микроволновкой BQ. Это 9 уровней мощности, 9 автопрограмм. Современный дизайн, который впишется в любой интерьер. Корпус микроволновки выполнен из стали. Есть LED-дисплей, на котором установить можно время, помимо отображения длительности работы. Есть защита от детей, отложенный старт, разморозка и даже гриль. Микроволновки BQ по весьма доступной цене. Если вы захотите приобрести продукцию компании BQ, можете воспользоваться моим промокодом. Получите скидку 10%. Все подробности оставлю в описании. Переходите и посмотрите. В горячее растопленное сливочное масло вместе с медом сразу добавляем соду. В количестве 1 чайная ложка, если быть точным, то 8 грамм. Перемешиваем и сразу видим реакцию соды на горячую среду и натуральный мед. Следом добавляем щепотку соли, 200 граммов сахара. Смесь уже станет не такой горячей. Можно разбивать яйца и хорошо размешать. Ставим на самый маленький нагрев и растворяем частицы сахара. Сделаю акцент на нагреве. Если он будет высокий, влага у нас испарится и крупинки сахара будут плохо растворяться. Переливаем в глубокую миску, даем остыть, примерно до 80 градусов. Далее начнем добавлять муку. Добавляем частями, так как горячая смесь может убирать много муки. И коржи получатся не такими вкусными, более плотными. К тому же будет их неудобно раскатывать, так как при остывании тесто становится плотнее. Подмешиваем муку, вымешивая тесто руками. Кстати, тесто в холодильник отправлять не нужно. Работаем с ним сразу после замеса. В составе мед. Поэтому, сколько бы вы ни вместили муку, тесто будет слегка липнуть. Не советую подсыпать еще муки. У меня ушло ровно 500 граммов. Тесто собираем, сверху просто обваливаю, делаю жгут и делю на кусочки. Получилось ровно 10 штук. Кусочки срезами обваливаем в муке. Раскладываем на тарелку и обязательно накрываем, чтобы сверху не образовалась корочка. И начнем раскатывать коржи. Обильно подсыпая муку, раскатываем кусочек теста очень тонко, сразу на пергаменте. Далее обрезаем края, делая круг нужного диаметра. В качестве шаблона использую крышку диаметром 20 см. Обрезки собираем. Из них мы потом сделаем дополнительные коржи. Круг теста накалываем густо вилкой, чтобы поднимался равномерно. И кладем на обратную сторону противня. Так удобнее. Духовка разогрета на 200 градусов. Выпекаем первый корж примерно 7 минут. На последующие достаточно будет 5. Пока один корж в духовке, раскатываем второй, чтобы не терять время, так как коржи пекутся быстро. Первый зарумянился. Достаем, кладем на ровную поверхность. Немного остыть. Второй сразу же в духовку
И на третьем пергаменте раскатываем третий корж. Первый корж снимаем. Вот какой он у нас получился. Твердый, легкий, пористый. Конечно же, после смазывания крема он станет нежным и мягким. С пергамента снимаем остатки теста и на нем же раскатываем уже четвертый корж. Таким образом испечем 14 коржей. 4 у нас получится из обрезков. Остатки теста выпекаем целым коржом. Использовать его будем в качестве крошки. 15-й большой. Его ломаем и измельчаем. Если у вас нет такого измельчителя, можете воспользоваться пакетом и скалкой. Переходим к крему. В миску разбиваем яйца. Добавляем 300 граммов сахара и пакетик ванильного. Также сюда добавляем по 35 граммов кукурузного крахмала и муки. Перемешиваем, постепенно добавляя 1 литр горячего молока. Переливаем в большую посуду, желательно с толстым дном. И ставим на небольшой нагрев. Постоянно помешивая, чтобы не прикипело, доводим до загустения. Процесс очень быстрый. Крем нагрелся, загустел. Появились пузыри, выключаем. Переливаем в миску, даем немного остыть, примерно до 80 градусов. Затем добавляем сливочное масло. Количество масла на ваш вкус. Я добавляю 150 граммов. Если у вас что-то пошло не так и крем получился с комочками, его можно пропустить через сито. Всегда есть выход. Остывший крем можно будет смешать со взбитыми сливками. Получится крем-пломбир. Тоже вкусный. Накрываем крем пищевой пленкой прямо впритык. Таким образом у нас не будет корочки. И хорошо остужаем. Остывший холодный крем необходимо взбить, чтобы получился он более пышным и однородным. На мой взгляд, заварной крем идеально быстрый. Из самых простых продуктов и всегда вкусный. Под нижний корж для фиксации кладем ложку крема. Затем смазываем каждый кремом. По 3 столовых ложки примерно. Если будете промазывать коржи меньшим количеством крема, то торт тоже получится, но немного суше. Это уже на ваш вкус. При сборке на коржи сильно не давите, чтобы не выдавливать крем. Кстати, не смотрите на то, что торт достаточно высокий. После пропитки он немного осядет и будет нужной высоты. Смазываем кремом верх медовика и бока. Вставляем пергамент по краям, чтобы подложка осталась чистой. Этого количества крема как раз хватает на весь торт. И в завершение обсыпаем торт медовой крошкой. Убираем пергамент. Оставляем торт для пропитки. Примерно на 6-8 часов. Обычно оставляю на ночь. Торт вышел 6,5 см в высоту, 20 см в диаметре и вес 2 кг 200 граммов. Аромат фантастический, хорошо пропитанный, нежный, мягкий. Медовый, вкусный. Да вы и сами все видите. Если видео для вас было интересным, ставьте нравится, делитесь рецептом с друзьями. Жду комментарии. На этом сегодня все. Пока!